Друзья, с вами Алексей Travel. Сегодня мы в столице Каталонии. Я приглашаю вас прогуляться по лучшим местам Барселоны. Вы увидите все самое лучшее, что город может предложить, а в самом конце изюминка этого региона. Досмотрите. Итак, топ-10 лучших мест Барселоны. Ты пока подпишись, а мы начинаем. Поехали! Одним из мест притяжения в городе является площадь Испании. Прогулявшись по самой площади, поднимитесь к Национальному дворцу, прогуляться по верхним террасам и встретить невероятный закат с видом на весь город. Это очень романтичное место. Очень много людей приходят сюда к закату, садятся на ступеньки и наслаждаются моментом в общении с друзьями. Посмотрите, как красиво. Посмотреть на город сверху с другой перспективы вы сможете на смотровой площадке в отеле Barceló Raval. Туда вход абсолютно бесплатный. При желании можете заказать напиток и потом разглядывать известные городские достопримечательности, пока не надоест, которые все видны как на ладони. Гуляя по улочкам готического квартала, быстро переносишься в атмосферу средневековья, такого немного хмурого и мрачного. Эти ощущения подкрепляются цветом фасадов с их темно-серыми оттенками цвета и очень узкими улочками, куда, кажется, почти не проникает свет. Советую там прогуляться, чтобы почувствовать эту местами вызывающую мурашки атмосферу. В самом же центре готического квартала находится самый красивый собор города. Это собор Святой Евлалии. В том же районе города царит, на мой взгляд, какой-то дух свободы и расслабленности. Здесь много всего, что притягивает взгляд во время прогулки. Сочетание воды, пальм и яхт, качающихся на волнах, дарит легкую улыбку на лице и вводит в состояние легкого блаженства. Безусловно, достоинством большого города является длинная набережная, куда в любой момент можно прийти, искупаться или поиграть в пляжный волейбол. В общем, есть все, чтобы почувствовать себя счастливым гостем или жителем Барселоны. Находясь в Барселоне, нельзя пройти мимо архитектурного наследия гениального архитектора Антонио Гауди. В разных частях города можно полюбоваться его творениями. К ним относится, например, дворец Гуэль, который является сейчас обычным жилым домом, или дом Мила с причудливым балконным оформлением. Наверное, самым интересным домом является Каса Баталио, или Дом Костей, который стоит по соседству с другим известным зданием архитектора Мульереса слева, и на фасаде которого то ли черепа, то ли маски, в общем, что в голову придет. Ну, очень красиво.
Другим объектом Гауди, требующим особого внимания, является парк Гуэль, олицетворяющий концепцию города-сада, популярного в то время в Англии. Чтобы попасть внутрь, обязательно бронируйте билеты заранее. Площадь Каталонии считается центральной точкой Барселоны и основным транспортным узлом города. В центре площади расположились фонтаны, скульптуры, окаймляющие площадь газоны. Все это радующий глаз зеленый оазис в сердце города. На 30-м этаже башни Акбар, которую местные называют огурцом, так как она на него очень похожа, находится другая смотровая площадка. Сначала вам предложат посетить инсталляцию, сейчас она посвящена окружающей нас природе и выглядит впечатляюще. Потом скоростной лифт со стеклянным потолком за секунды поднимет вас на 30-й этаж, откуда вы увидите город с новой для вас перспективой. Это потрясающее ощущение. Самой же известной работой Антонио Гауди, которую знает, пожалуй, каждый, даже никогда не бывавший в Барселоне, это собор Святого Семейства или Саграда Фамилия, который строится уже более 140 лет. Гауди начал работать над храмом в 1783 году. На момент его смерти в 1926 году была завершена только четверть здания. По плану возведение собора должно закончиться к 2026 году, к 100-й годовщине смерти гения. Смотровая площадка парка Тибидабо – самое высокое место в Барселоне, находящееся на высоте 512 метров. Туда вы можете подняться на фуникулере. Помимо невероятных видов, здесь огромный парк для детей, где они точно не будут скучать. Посмотрите, какое обилие аттракционов и всяких каруселей там есть. Немного в стороне есть зона для пикников. Венчает же все это место собор Святого Сердца Христа, который еще более возвышается над площадкой. Так что провести здесь с семьей 3 или 4 часа в хорошую погоду – это очень неплохая идея. И, наконец, свой топ-1 я отдаю месту, которое находится в часе езды от города. Находясь в Барселоне, просто нельзя не уделить один день посещению гор Монтсеррат, на вершине которых прямо в скалах находится монастырь. Миллионы лет назад вся эта область находилась под океаном, воды которого омывали эти тогда подводные скалы. Поэтому они имеют такую округлую форму, напоминающую мне момент, когда дети на берегу реки строят замки из песка. А у вас какая ассоциация?
Подняться наверх можно на фуникулере, и там вы можете выбрать один из 3 пеших маршрутов. Я прошелся по самому длинному, по 3-му, который привел меня на самый верх вот с такими бомбическими видами, в которые я влюбился. Надеюсь, влюбитесь и вы. Ну а мы заканчиваем. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. А если вы знаете другие красивые места города, пишите их в комментариях. Это будет полезно для всех зрителей. А полный фильм о Барселоне смотрите по ссылке на экране или в описании к видео. Пока-пока!